salak gibi Melike'ye üzülüyor zannettim ben. Melike yüzünden acı çekiyor, o yüzden böyle davranıyor zannettim. Aras bu yüzden mi gelmiş bize? Bayağı öpüşmemizin hesabını sormak için gelmiş. Ne? Siz öpüştünüz mü siz? Gerçekten bu kadar korkuyor musun ya? Neyden pardon? Benden, kalbinin atışlarından. Senin biriyle tartışmaktansa birinin seni anlamasına ihtiyaç. Hiçbir şeyi umursamadan seninle bir şeyler yaşamaktan korkuyorum desene. Seni istemiyorum. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте посмотрим, что произойдет в новой серии. Как будут развиваться отношения Аслы и Араса после их поцелуя? Сможет ли Аслы покинуть Стамбул? Станут ли Арас и Аслы любовниками? Боится ли Аслы влюбиться в Араса? Будет ли Рейхан рядом с Аслы и продолжит ли быть для нее матерью? Что произойдет после того, как Эмре сделает Аслы предложение? Даст ли Аслы согласие на предложение Эмре держать Араса подальше? Изменится ли отношение Фиген к Аслы после последнего поведения Аслы? Поддержит ли Рейхан брак Араса и Аслы? Что произойдет, когда Фиген возразит против идеи Араса жениться на Аслы? Будет ли Хулия строить новые планы относительно замужества своей дочери Аслы с Арасом? Как Метин положит конец конфликту между Мирьем и Рейхан? Выявится ли давняя любовь Метина к Рейхан? Все это и многое другое в этом видео. Если вы хотите, чтобы Аслы осталась в другом городе и завела роман с Арасом, и если вы хотите, чтобы Рейхан стала материнской поддержкой для Аслы и ее братьев и сестер, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к анализу. Приятного просмотра. После поцелуя Аслы и Араса открылся путь невозврата. Этот поцелуй был не просто слиянием губ, это был выход чувств, которые долго копились в них, чувств, которые они подавляли, а порой и вовсе пытались игнорировать. Когда Арас смотрит на Аслы, он еще сильнее чувствует, что больше не хочет ее терять. Аслы же видит решимость в глазах Араса, чувствует, как ее сердце учащенно бьется и пугается этого. Ведь Аслы слишком хорошо знает, какую радость и опустошение может принести влюбленность. Ее всегда будет мучить страх, а что, если я проиграю, а что, если Арас причинит мне боль? Вот почему после поцелуя их отношения не будут развиваться гладко. В один прекрасный день они станут очень близки, а на следующий Аслы попытается отстраниться от Араса. Этот процесс взлетов и падений станет для них испытанием, но и сделает их любовь более искренней. Что касается идеи Аслы уехать из Стамбула, эта идея станет для нее планом побега. Потому что близость к Арасу, биение ее сердца будут пугать ее. Она подумает: мне здесь не место. Она соберет чемодан, возможно, даже решит тайно уйти. Но даже выходя за дверь, она будет думать о лице Араса, о теплоте его поцелуя. Она не сможет заглушить биение своего сердца. Поэтому, как бы сильно Аслы не хотела уйти, Арас будет главной причиной ее привязанности к этому месту. Одного слова Араса, одного взгляда будет достаточно, чтобы сказать ей: не уходи. Итак, станут ли Аслы и Арас любовниками? Это крайне важно. Они оба знают, что их сердца жаждут одного и того же, но Аслы будет бояться отдать Арасу больше, чем просто любовь. Потому что преданность Арасу означает полное изменение ее жизни. Поэтому она не сможет сказать «да», но и не сможет сказать «нет». Она окажется между двух огней. Она скажет себе: если я влюблюсь в него, я буду бояться его потерять. Вот почему процесс знакомства не будет легким, но их связь настолько сильна, что в конце концов они встанут на этот путь. Роль Рейхан Ханем будет решающей. Она останется рядом с Аслы, выполняя роль матери. Именно это больше всего нужно Аслы, материнское сострадание. Объятия Рейхан Ханем, ее защита, ее поддержка перед лицом резких слов исцелят сердце Аслы. Другими словами, Рейхан Ханем станет не просто опорой для Аслы, она станет для нее тихой гаванью. Но именно в этот момент предложение руки и сердце Эмре перевернет все с ног на голову. Предложение Эмре снова поставит Аслы перед серьезной дилеммой. Арас глубоко в ее сердце, но боясь своих чувств к нему, она воспримет его предложение как побег.
Возможно, она подумает, что, сказав «да», сможет отдалиться от Араса и скрыться от этих чувств. Но это решение будет основано исключительно на избегании своих чувств. Другими словами, это будет не настоящее «да», а убежище. Конечно, это принесет с собой множество конфликтов. Арас будет опустошен, узнав ответ ослы Эмре. Но он все равно не сдастся. Это показывает нам, что какое бы решение ни приняла ослы, ей в конечном итоге придется вернуться к Арасу. Потому что она будет бороться со своими чувствами и проиграет. Позиция Фиген Ханем в этот момент еще больше ожесточится. Все, что ослы сделает, будет восприниматься Фиген как ошибка. Фиген захочет выбросить ослы из их жизни. Доверие Араса к ослы, которое занимает в его жизни важное место, значительно ослабнет. Это приведет к новым ссорам в доме. Рейхан же, напротив, будет поддерживать ослы и Араса. Она будет тайно поддерживать их союз, потому что увидит чистую любовь в глазах ослы. Но она не скажет этого открыто, а будет вести себя более оберегающе. Когда Фиген Ханем возражает против женитьбы Араса, начинается серьезное противостояние. Впервые Арас бросит вызов матери. Он заявит: «Я сам пойду своим путем». Это глубоко потрясет отношения матери и сына. Что касается Хюльи Ханем, она начнет строить новые планы ради счастья своей дочери ослы. Возможно, она заключит тайный союз против Фиген, а может быть, задумает сблизить Араса и ослы. В ее глазах счастье ослы будет превыше всего. Также существует конфликт между Мирьем и Рейхан Ханем. Этот конфликт теперь загонит Метина в угол. Метин вмешается, чтобы положить конец конфликту двух женщин. Он даже будет близок к тому, чтобы раскрыть свои старые чувства к Рейхан. Возможно, невольно он произнесет такие слова, как «я молчал ради тебя годами». В этот момент завеса тайны в сердце Метина приподнимется. Короче говоря, после этого поцелуя ничто уже не будет прежним. Ослы попытается уйти, но не сможет. Предложение руки и сердце Эмре смутит ослы, и война между Фиген и Рейхан обострится. Но, несмотря ни на что, сердце ослы и Араса будут продолжать тянуться друг к другу. Их любовь полна препятствий, но они полны решимости их преодолеть. Сначала поцелуй ослы и Араса. Этот момент станет поворотным в их истории. Потому что этот поцелуй не просто момент близости, это высвобождение чувств, подавленных годами. Отныне отношения ослы и Араса станут гораздо сложнее. Их влечение станет неоспоримым, но ослы будет бояться учащенного сердцебиения. Мысль «мне будет больно, если я влюблюсь» заставит ее отступить. Итак, их отношения будут продолжать колебаться. Что касается решения ослы покинуть Стамбул. В этот момент она будет разрываться между сердцем и логикой. Одна сторона хочет оставить все позади, в то время как другая вынуждена остаться из-за своей связи с Арасом. Она может даже собрать чемодан, чтобы уйти, но выйти за эту дверь будет непросто. Даже одно слово Араса будет иметь силу, чтобы заставить ее остаться. Арас и ослы не станут любовниками сразу. Несмотря на отчаянное желание друг друга, они не будут торопить события. Потому что ослы боится быть с Арасом больше, чем просто любовниками, другими словами, по-настоящему влюбиться. Она боится, что потеря сердца навредит и Арасу, и ей самой. Поэтому она попытается отдалиться от него на какое-то время, но не сможет контролировать свое сердце. Что касается Рейхан Ханем, она продолжит быть рядом с ослы, взяв ее под свое крыло. Более того, со временем она станет для нее не просто матерью, а настоящей матерью. Как бы ни была упряма ослы, любовь Рейхан Ханем окутает ее. Особенно перед лицом суровых упреков Фиген Ханем, Рейхан Ханем станет для ослы самой верной сторонницей. А теперь перейдем к предложению руки и сердца Эмре. Вот тут все и запутается. Предложение Эмре поставит ослы перед серьезной дилеммой. Арас в ее сердце, но тяжесть и страх любви к Арасу заставят ее искать убежище в предложении Эмре. Возможно, она даже поддастся искушению сказать «да», чтобы избежать Араса. Другими словами, это решение будет попыткой избежать от своей любви. Но помните, даже если ослы скажет «да», это не навсегда.
Ее сердце бьется о раз. Она скажет «да» Эмре и возведет стену, но эта стена рухнет от одного взгляда Араса. Фиген Ханем обострит свое отношение к нему из-за недавнего поведения Аслы. Она четко даст понять, что не хочет его. Ее доверие к Аслы пошатнется, и она еще строже будет держать Араса подальше от своей жизни. Это приведет к новому расколу в семье. Поддержит ли Рейхан Ханем брак Араса и Аслы? Да, в глубине души она хочет этого союза. Потому что только Аслы может принести счастье Арасу. Но ей потребуется время, чтобы открыто заявить об этом. Тем не менее, втайне она будет поддерживать Араса и Аслы. Когда Фиген Ханем выступает против идеи Араса о браке, разгораются серьезные споры. Арас впервые бросит вызов своей матери. «Я не откажусь от своего сердца», — скажет она. Это серьезно повредит связи между Фиген Ханем и Арасом. Для Араса это станет шагом к освобождению. Что касается Хюльи Ханем, она попытается обеспечить счастье дочери своими силами. Она будет строить тайные планы, чтобы обеспечить брак Аслы с Арасом. Возможно, она заключит союз с Рейхан Ханем, а возможно, даже привлечет Метина. Счастье Аслы всегда будет у нее на уме. Конфликт Мерьем и Рейхан Ханем станет испытанием для терпения Метина. Метин набросится на нее, чтобы положить конец конфликту. Он даже невольно признается в своих старых чувствах к Рейхан. Фраза вроде «я молчал о тебе годами» может вырваться наружу. В этот момент любовь, которую Метин таил в своем сердце, выйдет наружу. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления о новых видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.